геноциды, они должны быть названы и квалифицированы так, для того, чтобы это преступление не повторялось. Двадцать 21 мая в Киеве в Музее Голодомора геноцида состоялся публичный диалог на тему геноцида черкесского народа, в котором приняли участие сотрудники музея, ученые-историки, представители парламента Украины, студенты киевских вузов. Напомним, что в Украине продолжается широкое обсуждение возможности признания геноцида черкесов, проект постановления которого зарегистрирован в Верховной Раде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Национального музея Голодомора геноцида, кандидат исторических наук Андрей Иванец. Витаю вас, Андрей, доброго дня. Доброго дня, приветствую вас. Андрей, прежде чем мы поговорим о прошедшей конференции, я бы хотел, если можно, чтобы вы немного рассказали о деятельности Национального музея. Чем вы занимаетесь? В тысячелетней истории Украины и Руси Голодомор, то есть искусственно созданный коммунистическим режимом центром в Москве голод, это одна из самых больших трагедий украинского народа, украинской нации. Мы утратили как народ, как нация миллионы людей всего лишь за несколько месяцев якобы мирного времени. И долгие десятилетия запрещал коммунистический режим говорить об этом. То есть эта память хранилась в семьях, но ее нельзя было обсуждать в обществе, за это полагалось наказание. И поэтому вот эта травматизация украинцев голодомором, она продолжалась даже после совершения этого тяжкого преступления. Сегодня это преступление квалифицировано как геноцид, и память про него вернулась в украинское общество. И вот центральным учреждением, где как бы возвращается память, где дается долг памяти погибшим миллионам украинцев страшной смертью, это наш Национальный музей Голодомора геноцида. Он имеет мемориальную часть, имеет выставочную часть, где проводятся мероприятия и существует экспозиция. Мы собираем информацию про это тяжкое преступление Кремля. Мы собираем данные о том, как это происходило от еще живых свидетелей, ищем документы, создаем экспозиции. Наш музей проводит выставки, в том числе за рубежом, является членом европейской памяти, платформы памяти и совести, которая изучает тоталитарные режимы 20 века, чтобы по возможности не допустить повторения преступлений, которые совершали эти режимы. Как у черкесского народа существует День памяти жертв, общенациональный такой день траура по жертвам геноцида 21 мая, так украинцы в последнюю субботу ноября тоже вспоминают своих погибших, жертв преступления Красной Москвы. И основные мероприятия как раз проходят на территории нашего музея. Сюда приходит руководство государства, сюда приходят все, кто по зову сердца, простые люди приходят. Наш музей включен в протокол, то есть дипломаты иностранных государств тоже посещают наш мемориал и наш музей. Поэтому Национальный музей Голодомора геноцида, он не случайно имеет высший статус национального, поскольку он сохраняет память о геноциде, и он служит делу предупреждения мира и напоминания самим украинцам о том, как это было, для того, чтобы по возможности это все не повторялось. Действительно, Голодомор – это страшнейшее преступление, которое произошло с украинским народом, и для обсуждения этой темы нужен отдельный большой выпуск, я думаю, чтобы проговорить все, что можно.
Но если говорить о сегодняшнем дне, если мне не изменяет память, геноцидом назвали произошедшее более 50 стран, верно? Ну, на сегодняшний день более 30 стран, более 30 государств и отдельные административные образования, например, абсолютное большинство провинций в Канаде признали Голодомор геноцидом, абсолютное большинство штатов, Соединенных Штатов Америки тоже признают, в других регионах. То есть процесс идет и на уровне государств, и на уровне административных образований. Вот есть церкви, которые признали геноцид украинского народа, как, например, Константинопольский патриархат, как Ватикан, католическая церковь. То есть этот процесс идет, он непростой, он тоже очень сложный, затянутый во времени. Например, Соединенные Штаты Америки впервые комиссия Конгресса предоставила Конгрессу, собственно говоря, материалы своего расследования в 1988 году о том, что в Украине Голодомор носил геноцидный характер, но процесс признания этого факта преступления, именно квалификации его как геноцида, он еще в Соединенных Штатах не завершен. То есть парламент Соединенных Штатов уже признал, но еще необходимо, чтобы это признало и правительство. Вот тогда только будет завершен процесс. То есть это дело очень непростое, оно затягивается на десятилетия, но оно крайне необходимо, потому что геноциды, они должны быть названы и квалифицированы так, для того, чтобы это преступление не повторялось. Неудивительно, исходя из вышесказанного вами, что в стенах вашего музея 21 мая прошло мероприятие под названием «Публичный диалог. Геноцид черкесов. Величайшее преступление российского империализма XIX века», я цитирую название. Расскажите, пожалуйста, как прошло мероприятие, кто были участники и какие задачи вы перед собой ставили, проводя это мероприятие? Наш музей, конечно, сосредоточен прежде всего на донесении правды о геноциде украинской нации, который совершила коммунистическая Москва. Но само преступление геноцида, где бы оно ни происходило, оно должно быть названо по имени и квалифицировано. И, к сожалению, геноцид черкесского народа не очень хорошо известен в мире. Есть еще очень большой объем работы, который необходим для того, чтобы донести информацию реальную о трагедии одного из самых больших народов на Кавказе, который подвергся страшному геноциду в XIX веке. И вот мы хотели на нашей площадке в зале памяти Национального музея Голодомора посмотреть на то, как совершалось это преступление, как черкесский народ его все-таки пережил, и что можно сделать для того, чтобы вернуть память в международное сообщество и в Украину об этом преступлении, или ее просто создать. И вот для этого мы пригласили лидера общественного движения Ибрагима Ягана, который возглавляет общественное движение «Свободная Черкесия», и он же член еще одного объединения, движения «Кавказский союз». Это взгляд как бы со стороны самого народа, который подвергся этому тяжкому преступлению. Далее мы пригласили профессора, доктора исторических наук, который тоже работает в нашем музее, Дмитра Билова. Это один из ведущих украинских кубановедов. И для того, чтобы он рассказал с точки зрения академического ученого, что это было. Да? То есть мы имеем дело с одной из самых долгих колониальных войн в истории вообще, российско-кавказская и российско-черкесская война. Она очень долгая и завершилась страшным преступлением. Вот он давал академическое видение. И также мы пригласили заступника главы
комитета, заместителя главы комитета Верховной Рады, то есть парламента Украины по коррупции Ярослава Юрчишина. Он является одновременно спикером форума свободных народов пост-России и соавтором проекта постановления о признании геноцида чеченского народа для того, чтобы он уже дал черкесского народа, да, чтобы он дал политическую оценку и рассказал о том, на каком этапе находится процесс признания этого геноцида на официальном уровне в нашей стране. Это был довольно такой глубокий, содержательный диалог. В нем принимали участие, кроме вот наших основных спикеров, я был модератором, пришли поговорить на эту тему, включиться в диалог на эту тему и народный депутат первого созыва, доктор исторических наук Арсений Зинченко, и один из командиров Кавказского батальона, который защищает сейчас Украину от российской агрессии, Лада Гамсахурди. Были представители диаспор азербайджанцев, дагестанцев, которые проживают в Украине. Конечно, были украинские студенты, то есть очень разнообразная публика. И я думаю, что разговор вышел таким всесторонним и полезным для тех, кто в нем принял участие. Наш музей выставил уже на своей странице в Фейсбуке, на других информационных носителей запись этого публичного диалога, и поэтому его можно увидеть, используя сеть интернет. А как вы оцениваете заинтересованность украинских властей в этом вопросе? Нам известно о нескольких проектах постановлений, которые вносились в Раду за последние 10 лет. Можно ли отследить вообще какую-то динамику заинтересованности, если можно так сказать? Да, мы можем посмотреть, если в прошлое, то, насколько мне известно, впервые этот вопрос на уровне Верховной Рады был поднят в 2015 году. То есть уже началась война России против Украины, война тоже геноцидная и агрессивная, и влияние России, которое блокировало рассмотрение подобных болезненных для российского самосознания вопросах о тяжких преступлениях, совершенных Россией, оно перестало быть таким определяющим. Сейчас в Верховной Раде находится новый проект постановления, он в прошлом году внесен, дорабатывается. Его внесли несколько десятков народных депутатов, вот в том числе Ярослав Юрчишин, который принимал в нашем диалоге участие. Оно находится на этапе доработки. И как на нашем диалоге сказал народный депутат, у него есть достаточно четкие перспективы принятия, но у украинских депутатов есть намерение поднять этот вопрос в более широком контексте. Ведутся переговоры, чтобы одновременно были приняты подобные решения парламентами стран Балтии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. То есть, возможно, удастся поднять этот вопрос не только на украинском национальном уровне, а и договориться с парламентариями других стран. И тогда это будет еще более таким серьезным шагом к установлению исторической правды и привлечению внимания к этому преступлению международного сообщества. По желаниям Юрчишина, которое было озвучено на диалоге народного депутата, было также то, что было бы позитивным моментом, если бы адыгский народ был представлен таким единым центром, хотя бы за границей, для того, чтобы вести такой диалог
субъектность на международном уровне. Это бы тоже облегчило возможность не только признания самого геноцида официально черкесского народа, а и решения других вопросов. Вот народный депутат на нашем диалоге, это можно и в записи в частности посмотреть, он говорил, что Украина безусловно не будет навязывать никому свою волю, но помочь в вопросах самоопределения, возвращения на родину мы сможем. И здесь есть вот момент, который очень важен для будущего. Когда мы говорим об истории, то мы отдаем дань, конечно, погибшим, но мы также думаем и о будущем. Вот Ибрагим Яган говорил о том, что черкесский народ солидарен с борьбой Украины, которая сегодня в авангарде борьбы с российским империализмом находится. И это дает шанс решить вопросы и черкесского народа. И в частности, это дает шанс на возможность решать вопросы возвращения черкесского народа, той его части, которая вынуждена была эмигрировать в XIX веке со своей исторической родины в другие страны. Конечно, сегодня, когда у нас идет жестокая война за выживание Украины, и враг достаточно силен, нельзя сказать, что уже мы подошли к моменту, когда можно решать легко такие вопросы, но думать об этом мы должны уже сейчас, потому что возможности, которые возникнут со временем, если будет развиваться удачно для Украины и всего цивилизованного мира, это борьба за выживание Украины и за, собственно говоря, сохранение вот этого цивилизованного пространства, за восстановление международных правил, которые подорвала Россия своей агрессией. Вот те шансы нельзя упускать, необходимо думать, как действовать уже на следующем этапе этой борьбы. Конечно, как и в любом цивилизованном обществе, у черкесов тоже есть разные видения путей решения вопросов и задач, которые стоят. Но есть вопросы, например, как вопрос о геноциде, да, и оценке произошедшего в прошлом. В этом нету разногласий абсолютного большинства черкесов. Поэтому в этом вопросе консолидация и работа и представление тех или иных проектов по признанию геноцида и по выработке каких-то дальнейших шагов, конечно, должен быть общий какой-то вектор. С этим я с вами согласен. Еще один вопрос, немаловажный фактор сегодняшнего дня – это медиапространство, информационное пространство. Вообще, в принципе, информационная война занимает такую львиную долю сопротивления. Есть ли какой-то интерес в Украине в этой сфере? И вообще, возможно ли говорить о популяризации черкесского вопроса в массах в сегодняшних реалиях? Ведь это тоже часть взаимоотношений украинского народа с Российской империей, если говорить об истории. Безусловно, мы должны об этом говорить. И я хочу сказать, что в украинском обществе пока еще недостаточно информации о том, что произошло на Кавказе со второй половины XVIII века по вторую половину XIX века. Значительная часть общества знает об этом, но еще большая часть пока не проинформирована. И вот наше мероприятие, в частности, оно было ориентировано на то, чтобы привлечь внимание к этому вопросу и дать разностороннюю информацию об этом. И определенные результаты мы имеем. Например, уже после нашего диалога я был приглашен на Украинское государственное радио, где мы говорили именно о геноциде черкесского народа, говорили о
Черкесской войны 1763-1864 годов, о том, как может и как должно украинское государство реагировать на геноциды прошлого, ну, прежде всего, конечно, на геноцид черкесского народа в этой передаче мы говорили. И есть отзывы, я слышу, люди услышали эту передачу и обращались ко мне за дальнейшими комментариями по этому вопросу. Но в целом есть еще, безусловно, большой пласт работы в этом плане по информированию украинского общества. В Украине сейчас сложилась ситуация, когда, с одной стороны, конечно, остро стоит вопрос просто выживания, защиты от агрессии, но с другой стороны, для значительной части украинского общества, которая подпадала под влияние российской пропаганды раньше, да, стало очевидно, насколько она была лживая, насколько Россия может быть опасной, и поэтому сегодня давать информацию о реальных действиях России на Кавказе во время Кавказской войны, вот даже для этой аудитории становится проще, поскольку люди на собственном опыте видят, как стираются с лица земли украинские города, украинские населенные пункты, как убивается мирное население, как уничтожается инфраструктура, и совершаются другие тяжкие преступления современной России, и это происходит уже в 21 веке, то есть такая информация о прошлых практиках российского империализма, она сегодня может легче достучаться до ума и сердец простых людей, которые раньше, возможно, не услышали об этом или под влиянием российской пропаганды не поверили. Если можно, я бы хотел задать еще один вопрос, как историку и гражданину, воюющей против империализма сегодня страны. Как известно, после пленения имама Шамиля и прекращения боевых действий на Восточном Кавказе, в Западной Черкесии еще 5 лет в одиночестве продолжалась война с царскими войсками. На последнем заседании на исторической родине в 1864 году черкесский парламент принял решение сопротивляться до последнего. И многие с позиции сегодняшнего дня рассуждают, насколько правильно было это решение. Якобы сдавшись, можно было избежать последствия в виде уничтожения, геноцида и депортации. Как бы вы прокомментировали это решение черкесского парламента с позиции процессов, происходящих сегодня? Это, конечно, непростое такое обсуждение этого вопроса, но практика, например, украинская показывает, что когда в 1920 году Советская Россия завоевала Украинскую Народную Республику, осенью 2020 года в Украине стояла Красная Армия численностью 1 миллион 200 тысяч людей. Красная Армия Советской России. И вот тогда многим украинцам казалось, что бороться как бы нет смысла, надо приспосабливаться к агрессору, пытаться защитить свои национальные интересы другими путями. Но прошло меньше 1,5 десятка лет, и Украина увидела лицо российского империализма уже в советской оболочке в 1932-1933 году. И вот тогда многие задумывались о том тоже, все-таки, может быть, надо было бороться даже вот в тех условиях, потому что тогда еще была возможность, хотя бы шанс использовать с оружием в руках и защититься от политики Москвы. А вот в 1932-1933 году, после того, как восстание и прочие акты сопротивления 30-го года
где более миллиона украинцев принимало в них участие, вот они были подавлены, и уже сопротивляться не было возможности. Поэтому, если перенестись на почву черкесского народа и посмотреть на это решение, то окончательного вердикта, конечно, я не вынесу, но, возможно, это было правильное решение хотя бы попытаться защитить свою землю и свой народ от того, что его ожидало. А сегодня у нас никакого сомнения нет. Если бы мы не оказали сопротивления современной путинской России, то нас бы ждал в какой-либо форме новый 32-33 год. Это был бы только вопрос времени. Чехия и Словакия, да, до сих пор думают, правильно ли они сделали в 1939 году, когда под влиянием мирового сообщества они не стали сопротивляться в 1938, а в 1939 году гитлеровцам. Вот мы уже знаем, что надо сопротивляться, надо. В этом наш шанс на спасение не только своего достоинства, что очень важно само по себе, но даже спасение жизней миллионов и миллионов наших соотечественников. Я благодарю за содержательный диалог и благодарю за проведенное мероприятие и внимание к черкесскому вопросу. Я считаю, я говорю это неоднократно и публично, и повторю еще раз, считаю, что сегодня украинский народ, украинская нация, как никто другой, понимает ту боль и те чаяния черкесского народа, которые мы столетиями уже из поколения в поколение переносим. И я надеюсь, я не надеюсь, неправильное слово, я уверен, что будущее ждет и украинский народ, и черкесский народ, светлое будущее, в котором у нас будет возможность честно и открыто говорить о прошлом, о настоящем, и из чего будет вырабатываться правильные решения тех задач, вопросов, которые стоят в будущем. Спасибо большое за эфир. Спасибо вам и до новых встреч.